Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые домашние уютные слитки, тапочки, или можно их связать более длинные, как носочки. Здесь уже вы можете этот момент регулировать, исходя из ваших предпочтений. Данные слитки сейчас в мастер-классе я буду вязать на размер ноги где-то 37-38. Но в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом их вязания, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи. Самое главное, что я хотела бы здесь отметить, что данная модель слитков у нас будет идти абсолютно без единого шва. То есть не по подошве, не по задней вот этой части у нас нигде не будет швов. Как вы заметили, данную модель слитков я буду вязать из двух видов пряжи. То есть более гладкая пряжа и вот такая вот мягкая и пушистая пряжа. Гладкая пряжа — это у меня будет идти пряжа Alize Lana Gold. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. И вторая пряжа — это будет идти вот Alize Softy Baby. Здесь у нас идет моток 50-граммовый. И метраж будет идти на 50 грамм 115 метров. То есть если мы переведем, скажем так, в 100-граммовый моток, метраж будет идти на 100 грамм, получается 230 метров. То есть пряжа, ну, примерно, скажем так, одинаковая по метражу. Поэтому вот как раз-таки в вязании этих слитков, ну вот смотрите, я вязала одним номером спиц, и все у меня отлично получилось. Так, про пряжу мы с вами поговорили. Теперь, что касается спиц. Значит, смотрите, подошву я буду вязать на 2 чулочных спицах. Диаметр спиц 3,5 миллиметра. Далее, подъем и мысок я буду вязать на круговых спицах. Диаметр 3,5 миллиметра. Можете вязать подъем и мысок на 5 чулочных спицах. Здесь уже на ваше усмотрение, как вам будет удобнее. Для вязания резинки, если есть, я рекомендую взять спицы немного меньшего диаметра. То есть смотрите, основную часть слитков я вяжу спицами 3,5 миллиметра. Для резинки я использую спицы диаметр 3,25. Также подойдет диаметр спиц 3 миллиметра. Теперь давайте с вами поговорим про принцип вязания. Начинать вязать данную модель слитков мы будем с подошвы. И вот как раз-таки за счет длины этой подошвы мы будем регулировать размер слитков. Далее мы с вами сделаем расчеты, и я вам покажу, какой длины вам нужно связать эту подошву, так, чтобы вы получили слитки именно на нужный для вас размер ноги. После того, как каждый из нас свяжет подошву, мы сразу далее приступаем к вязанию подъема. Подъем я буду этот вязать платочной вязкой, то есть здесь всего этот подъем у меня провязан 10 рядов или 5 платочных дорожек. 2 платочных дорожки здесь я буду провязывать пряжей гладкой Alize Lana Gold, и 3 платочных дорожки я буду провязывать пушистой пряжей Alize Softy. После того, как я вывяжу подъем, я свяжу мысок, и в конце я свяжу из гладкой пряжи Alize Lana Gold резинку. Высоту этой резинки вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений, в зависимости от того, какой, скажем так, высоты, ну или длины вы хотите получить данные следочки. То есть эту резинку вы можете провязать и более длинную. В конце мы с вами закрываем петли, прячем кончики, и вот такую красоту в итоге получаем. Теперь смотрите, данные слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37-38. То есть сейчас нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам вставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует.
И по таблице мы видим, что 37 размер ноги у нас соответствует 23,5 сантиметров, и 38 размер ноги соответствует 24,5 сантиметров. То есть после того, как мы определились с размером нашей ноги в сантиметрах, теперь от получившегося, скажем так, числа размера нашей ноги в сантиметрах мы должны отнять где-то примерно 4-5 сантиметров. Это как раз-таки на растяжение нашего полотна. Так как полотно, вязаное спицами, оно у нас идет эластичное и очень хорошо тянется. Исходя из этих данных, у меня сейчас получается, смотрите, допустим, 38 размер ноги равняется по таблице 24,5 сантиметра. Теперь мы берем 24,5 сантиметра и отнимаем. Здесь уже, смотрите, зависит от вашей плотности, конечно же, вязания. Если вы вяжете туго, то вы можете отнять где-то 3-4 сантиметра. Если вы вяжете очень рыхло, то вы можете отнять где-то 5-6 сантиметров. При средней плотности вязания мы отнимаем где-то 4-5 сантиметров. То есть, соответственно, здесь, смотрите, я отняла 4,5 сантиметра и получила в итоге 20 сантиметров. То есть длина моей подошвы должна быть равна общая примерно вот 20 сантиметрам. Плюс-минус полсантиметра большого значения иметь не будет. То есть по этому же принципу вы сможете рассчитать, какой длины вам нужно провязать эту подошву для того, чтобы получить слитки именно на нужный для вас размер ноги. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 8 петель. Петли я набрала, одну спицу вынимаю и приступаю к вязанию первого ряда подошвы. Первую кромочную петлю я снимаю, далее все петли я сейчас провяжу лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на обратную сторону. Начиная со второго ряда я буду делать расширение подошвы, поэтому первую кромочную петлю я снимаю, далее прибавление петель я буду делать, поднимая вот протяжки от платочной дорожки, следующей по порядку петли. То есть вот эту протяжку поднимаю сейчас на левую спицу и провязываю лицевой петлей. То есть в начале ряда я прибавила одну петлю, после чего провязываю все остальные петли лицевыми до последней кромочной петли. В конце ряда кромочная последняя петля. Здесь прибавление петель я также буду делать, поднимая протяжку от платочной дорожки, но последней провязанной петли. То есть вот эта платочная дорожка, я ее поднимаю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. То есть в конце ряда я также прибавила одну петлю, после чего последнюю кромочную петлю в конце вот я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на обратную сторону. Прибавление петель я буду делать через один ряд, поэтому следующий ряд мы просто должны провязать все петли лицевыми до конца этого ряда. То есть на данном этапе с учетом сделанных прибавок ширина нашей подошвы уже равна 10 петлям. Кромочную петлю провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на, ну давайте будем считать, это лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, далее опять мы делаем прибавление петли в начале и в конце ряда. То есть вот следующая петля после кромочной в начале ряда. Поднимаю протяжку от платочной дорожки, одеваю эту протяжку на левую спицу и провязываю лицевой петлей. После чего провязываю все остальные петли лицевыми.
до последней кромочной петли. В конце ряда перед кромочной петлей, вот последняя провязанная петля, мы поднимаем протяжку от платочной дорожки последней провязанной петли, и эту поднятую протяжку я провязываю лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. Здесь никакого прибавления мы не делаем. Здесь мы просто провязываем все петли лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной, то есть наша ширина подошвы уже равна 12 петлям. Сейчас мы с вами сделаем последнее прибавление петель, так как ширина моей подошвы должна быть равна 14 петлям. Поэтому кромочную снимаю, поднимаю вот протяжку от платочной дорожки и эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. После чего провязываю все остальные петли лицевыми. И в конце ряда перед последней кромочной петлей я также поднимаю протяжку от последней провязанной петли. И эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Кромочную провязываю изнаночной. И вот мы сделали все прибавления. Ширина моей подошвы равна 14 петлям. Смотрите, параллельно я вяжу подошву для первого слитка. И ширина этой подошвы должна вот быть равна 8 сантиметрам. То есть после того, как я сделала необходимое количество прибавлений вот нашей подошвы, мы сейчас дальше продолжаем вязать всю длину этой подошвы просто ровным полотном. То есть сейчас мы не будем делать никаких ни прибавлений, ни убавлений. Мы просто провязываем все петли лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Кромочную провязываю изнаночной и вязание вот переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом, смотрите, здесь вот на первой подошве я уже сейчас буду начинать делать убавление петель. И смотрите, если сейчас пересчитать все платочные дорожки от наборного края, то есть вот этот наборный край мы не трогаем, именно считаем провязанные платочные дорожки. Видите, заготовку я держу так, чтобы вот наборный кончик у меня располагался с правой стороны. И здесь у меня всего провязано вот до убавок 31 платочная дорожка. Ну или это будет соответствовать 62 провязанным рядам. Ну и в сантиметрах, смотрите, у меня получается длина подошвы до убавок равна, ну вот где-то примерно, смотрите, около 18 сантиметров в ровном не растянутом виде. Так как, смотрите, эта подошва у нас идет вязаная спицами, она идет эластичная вот и очень хорошо тянется. Поэтому сейчас вот я провяжу самостоятельно для вот второй подошвы всего 31 платочную дорожку. Далее я подключусь, и мы с вами сделаем вместе убавление петель, так чтобы край нашей подошвы имел вот такую вот округлую форму. Итак, вот я провязала длину подошвы до убавок. Как я говорила, 31 платочную дорожку мне нужно было провязать для того, чтобы получить нужную длину. Теперь мы с вами будем начинать делать убавление петель. То есть вязание я держу так, чтобы вот наборный кончик нити располагался с правой стороны. Теперь первую кромочную петлю я снимаю. Следующих 2 петли я должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей. После чего провязываю все остальные петли лицевыми, не довязывав до конца этого ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда у меня остаются последних 3 петли, первую и вторую петлю в конце ряда я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей и последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю, то есть сейчас убавление петель мы также будем делать через один ряд. Поэтому следующий ряд мы сейчас должны провязать просто лицевыми петлями. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной.
Вязание переворачиваю. Сейчас снова будем делать убавление петель в начале и в конце ряда. Кромочную снимаю, следующих 2 петли провязываю, 2 петли вместе лицевой петлей. И далее продолжаю вязать все петли лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. В конце ряда первую и вторую петлю я также сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей и кромочную провяжу изнаночной. С изнаночной стороны мы сейчас провяжем все петли лицевыми. Вязание переворачиваю, и сейчас нам осталось с вами сделать последнее убавление петель, так как убавлять петли мы будем до того момента, пока на спицах у нас вот должно в итоге быть то же количество петель, которые мы набирали и изначально, а изначально мы с вами набирали 8 петель, поэтому делаем последнее убавление петель, 2 петли вместе провязываем в начале ряда. Далее вяжу все петли лицевыми. В конце ряда, когда остается 3 петли, здесь также 2 петли провязываю вместе лицевой петлей, последнюю петлю провязываю изнаночной. И теперь с обратной стороны мы провяжем все петли лицевыми. И здесь в последнем ряду последнюю кромочную петлю я также провяжу лицевой петлей. И это мы с вами сейчас провязали всю длину подошвы. И если мы сейчас измерим длину подошвы в сантиметрах, то есть вот от спицы до нашего наборного края, длина подошвы равна 20 сантиметров. Соответственно, смотрите, вы вяжете ту длину подошвы, которую вам необходимо провязать, исходя из ваших расчетов. Ну а мы после того, как вывязали всю длину подошвы, сейчас сразу будем приступать к вязанию подъема. Для вязания подъема я рекомендую взять или круговые спицы, диаметр я буду также вот использовать 3,5 миллиметра, или можете взять 5 чулочных спиц и распределить эти петли, которые мы с вами будем сейчас поднимать из кромочных петель вот нашей этой подошвы. Итак, после того, как мы с вами связали всю длину подошвы, на спицах здесь у нас осталось 8 петель, то есть то же количество петель, что мы набирали и изначально. Сейчас мы должны пересчитать все провязанные платочные дорожки. Вот здесь от наборного края. И здесь, смотрите, от этого наборного края в моем случае у меня провязано 34 платочных дорожки. Соответственно, сейчас, смотрите, мы с вами будем поднимать петли вдоль одного бокового края подошвы. Мы поднимем то же количество петель, сколько у нас провязано платочных дорожек. Далее в центре мы поднимем 8 петель, то есть это тоже количество петель, сколько мы набирали и изначально. И вдоль второго бокового края мы также поднимем 34 петли, то есть столько же, сколько у нас провязано платочных дорожек. Вязать мы дальше будем наше полотно круговыми рядами, поэтому сейчас я возьму круговые спицы. Длину я сейчас взяла от кончика до кончика 60 сантиметров, диаметр спиц 3,5 миллиметра. Вязать я буду способом Magic Loop. Поэтому сейчас, смотрите, так как рабочая нить у нас расположена с этой стороны, вот вязание я буду держать вот таким вот образом. И сейчас мы сразу приступаем вот как раз таки поднимать наши петли. То есть первую петлю вот здесь я сейчас подниму от этого края вот сразу на круговую спицу. Смотрите, если неудобно поднимать петли сразу на спицу, можете помогать себе крючком. Ну вот, а я сейчас поднимаю вот первую петлю на круговую спицу. Смотрите, спицу я вставляю за верхнюю стенку кромочной петли. И вот у меня идет вторая петля. Далее вот у меня идет третья петелька.
4, 5 петля, 6, 7 петля. То есть, смотрите, сейчас вот здесь до нашей наборной ниточки я всего должна буду поднять 34 петли. Я подняла 30 петель. Дальше, смотрите, вот я поднимаю 31, 32, 33, и вот идет 34 петля. И вот здесь в центре я должна буду поднять сейчас, получается, 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, давайте вот здесь сейчас поднимем 6, далее поднимем вот здесь 7 петлю. Так, и вот здесь сейчас подниму 8 петлю. Петли поднимаем просто равномерно. То есть 8 петель я в центре подняла. Так. И теперь вдоль второго бокового края я должна поднять, получается, 34 петли. Смотрите, в начале за верхнюю стенку петли я подняла петельку первую, а теперь за заднюю стенку я подниму, получается, первую петлю от второй боковой части. Это только в начале. Далее вот идет вторая петля за верхнюю стенку кромочной петли. 3, 4, 5, 6. Здесь я также подняла 30 петель. Далее вот идет 31, 32, 33. И вот здесь я сейчас подниму, получается, 34 петлю. То есть у нас сейчас на круговых спицах подняты все петли. На чулочной спице у нас осталось 8 петель. Это там, где мы закончили вязать длину подошвы. Поэтому этих 8 петель я разделю между 2 спицами. 4 петли я сейчас просто пересниму на левую спицу. 1, 2, 3, 4 на левую круговую спицу. И 4 петли я сейчас провяжу лицевыми петлями на правую спицу. То есть идет вот 1 петля, 2, 3, 4. Все. Вот здесь у нас сейчас между круговыми спицами будет идти начало нашего ряда. Поэтому здесь я сейчас повешу маркер для наглядности. Так, и мы сейчас будем вязать наше полотно круговыми рядами. То есть, смотрите, одну спицу, на которой расположена рабочая нить, я вытаскиваю, образуя здесь вот петельку. И сейчас получается, когда мы поднимали петли, это мы провязали как бы ряд лицевыми петлями. Поэтому сейчас следующий круговой ряд мы провязываем изнаночными петлями. Хорошенечко здесь стык этот мы подтягиваем так, чтобы не образовывалось больших дырочек. То есть мы сейчас вяжем один круговой ряд, то есть вот ровно до маркера, провязывая все петли изнаночными. И если неудобно вязать эту часть подъема на круговых спицах, то можете распределить эти петли на 5 чулочных спицах и вязать подъем на чулочных спицах. Поэтому здесь уже на ваше усмотрение, как вам удобнее. Ну а я сейчас вот провяжу ряд до конца, провязывая все петли изнаночными. Итак, вот я провязала один круговой ряд, провязывая все петли изнаночными, и получила вот от нашей подошвы уже одну провязанную платочную дорожку. Далее мы будем продолжать вязать наши круговые ряды. Давайте еще для удобства вот сюда я повешу нить контрастного цвета. Также будет она у нас обозначать начало ряда. И сейчас получается следующий ряд мы с вами должны провязать лицевыми петлями. То есть вот все
петли по кругу мы вяжем лицевыми. После того, как мы провяжем ряд вот лицевыми петлями, следующий, получается, ряд мы будем провязывать изнаночными петлями. Поэтому сейчас самостоятельно провяжите полотно 2 ряда. Один круговой ряд провяжите петлями лицевыми и один круговой ряд провяжите вот изнаночными петлями. Итак, вот я подъем провязала, получается, самостоятельно еще 2 ряда и получила вторую платочную дорожку. То есть на данном этапе у меня идет подошва и подъем провязанный, получается, всего 4 ряда. Это вместе с тем рядом, где мы поднимали петли. Дальше, смотрите, нить от моточка здесь я уже обрезала. Я беру нить следующего цвета. В моем случае я сейчас буду использовать пряжу Alize Softy, кончик нити, вот Alize Softy. Я сейчас вот просто прикладываю к краю. И дальше продолжаю вязать подъем, но уже просто вот другой пряжей. То есть сейчас мы следующий ряд должны провязать лицевыми петлями. Ну и я, соответственно, сейчас вот следующий, получается, круговой ряд провязываю все петли лицевыми. То есть сейчас, смотрите, пряжей вот Alize Softy я должна всего провязать 6 рядов. И у нас идет чередование рядов. То есть один ряд мы вяжем лицевыми сейчас петлями, следующий круговой ряд провяжем изнаночными петлями. Далее лицевыми петлями, изнаночными петлями. Это получится 4-й ряд. Далее лицевыми и изнаночными петлями и получим вот, соответственно, 6-й провязанный ряд. Ну или если в платочных дорожках, здесь в принципе вот если посмотреть, то видно, то есть 2 платочных дорожки у меня провязаны пряжей Alize Lana Gold. Ну и вот здесь, я думаю, видно, да, вот эти вот дорожки, вот 1, 2 и 3 платочных дорожки провязан подъем пряжей вот Alize Softy. 3 платочных дорожки равняется 6 провязанным рядам. Поэтому сейчас самостоятельно провяжите этот подъем 6 круговых рядов. Итак, после того, как мы с вами вывязали подъем, то есть еще раз, 2 платочные дорожки у меня провязаны пряжей Alize Lana Gold и 3 платочных дорожки у меня провязаны пряжей Alize Softy. Вот здесь, где у нас шло начало нашего ряда, это будет идти задняя часть наших слитков. И сейчас на данном этапе мы сразу будем приступать к вязанию мыска. То есть мысок у нас будет идти вот здесь, с этой стороны. Поэтому вот нить, которой я сейчас вязала подъем, здесь я уже обрезала, и я ее кладу вовнутрь. Далее я вешаю маркер, который обозначает начало нашего ряда. И сейчас я должна просто переснять, не провязывая петли, получается, первой боковой части. Но вначале сейчас мы их разделим. Значит, смотрите, всего сейчас, если пересчитать все петли, которые расположены на спицах, у меня на спицах всего расположено 84 петли. Начинать вязать мысок я сейчас буду из 8 центральных петель. И постепенно буду делать расширение этого мыска. Поэтому получается 84 петли минус 8 центральных петель. Получается 76. 76 петель я делю на 2 боковые части. И это у меня получается по 38 петель. То есть сейчас вязание я держу вот лицевой стороной вверх. И я просто переснимаю, не провязывая петли первой боковой части. То есть вот идет маркер, который разделяет 2 боковые части. И вот получается я по порядку переснимаю с левой спицы на правую 38 петель. Итак, вот я пересняла 38 петель, получается, с левой спицы на правую. Далее я беру нить, которую я обрезала вот здесь от вязания подъема, и сразу будем приступать к вязанию мыска. Кончик нити я просто прикладываю к краю, вяжем первый ряд мыска. Первую петлю я сейчас провязываю лицевой,
Далее идет вторая лицевая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, и вот идет восьмая петля мыска. Сейчас последнюю восьмую петлю мыска мы будем провязывать вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны этих две петли я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала, вязание переворачиваю сразу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я также буду сейчас провязывать все петли лицевые. Первую петлю я снимаю, далее провязываю лицевыми петлями вторую петлю, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, и вот идет восьмая петля. Это как раз таки та петля, где мы присоединяли нить. Последнюю восьмую петлю мы будем провязывать также вместе с петлей боковой части. С изнаночной вот стороны этих 2 петли мы будем провязывать сейчас 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, кончик подтянула, вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас, начиная, получается, с третьего лицевого ряда, мы будем делать расширение мыска. То есть сейчас мы будем делать прибавление петель. Поэтому первую вот петельку я снимаю, рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И сейчас, смотрите, мы будем поднимать протяжки. Сейчас эти протяжки не видны, так как мы вяжем из пушистой пряжи. Но вот здесь, смотрите, идет петля. И если чуть ниже поддеть вот здесь вот протяжку, эту мы должны подцепить от платочной дорожки. То есть вот она у нас идет, эта протяжка, мы ее поднимаем на левую спицу и провязываем лицевой петлей. То есть вот в начале ряда я прибавила 1 петлю. Далее провязываю петли лицевыми. Сейчас, когда мы сделали убавление с одной и с другой стороны, то есть провязали петлю мыска и петлю боковой части вместе, вот это расстояние у нас уже сейчас будет четко видно. Оно, расстояние это получается большее, нежели обычное между петлями. И здесь, если мы посмотрим, вот мы сразу видим, то есть вот идет часть мыска, и дальше пошли петли боковой части. Поэтому сейчас вот мы провязываем, получается, лицевыми петлями еще 2 лицевых петли до последней петли мыска. В данном случае, с учетом сделанной прибавки в начале ряда, это получается 9-я петелька. В конце ряда мы также должны прибавить 1 петлю. Поднимаем сейчас протяжку от платочной дорожки последней вот этой провязанной петли. То есть вот здесь, если хорошенько посмотреть на наши петли, то есть вот петля, видите, и ниже вот идет протяжка, которую мы должны поднять и провязать лицевой петлей. То есть вот мы в конце ряда также прибавили 1 петлю, после чего последнюю петлю мыска мы сейчас провяжем вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны 2 петли мы провязываем вместе изнаночной петлей. И вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных рядах никаких прибавлений я делать не буду. Здесь сейчас я просто провязываю все петли лицевыми. И последнюю, в данном случае получается уже 10-ю петлю мыска, мы провязываем вместе с петлей боковой части. С изнаночной стороны 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Смотрите, ширина моего мыска сейчас должна быть равна 12 петлям, поэтому в лицевом ряду я сейчас сделаю последнее прибавление петель. В начале вот 1 петлю я прибавлю и в конце лицевого ряда. Поэтому также первую петлю я снимаю, рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И вот здесь, где у нас идет следующая петля, вот она, я вниз под этой петлей поддеваю вот эту протяжку, одеваю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. После чего провязываю сейчас все петли лицевыми.
до последней петли мыска. Опять же, смотрите, мы наше полотно немножко растянули, вот четко видна эта граница, где у нас идут петли мыска и где идут петли боковой части. То есть вот идет последняя петля мыска. Здесь в конце ряда мы также должны прибавить одну петлю. Последняя провязанная петля. И вот я опускаюсь вниз под провязанную вот только что петельку, поднимаю вот протяжку и эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. После чего последнюю петлю мыска я провяжу вместе с петлей боковой части, 2 петли вместе, изнаночной петлей. И ширина мыска у меня сейчас равна 12 петлям. То есть больше прибавлений петель я делать не буду. Теперь получается изнаночный ряд. Мы вяжем все петли лицевыми. И последнюю 12 петлю мы провязываем вместе с петлей боковой части, 2 петли вместе лицевой петлей. Все, смотрите, лицевой ряд. Петли мы больше не прибавляем. Здесь сейчас просто первую петлю снимаю, рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И далее все петли я продолжаю вязать лицевыми. После чего сейчас последнюю, получается, 12 петлю мыска я провяжу вместе с петлей боковой части, 2 этих петли я провязываю вместе изнаночной петлей. И таким образом мы сейчас продолжаем вязать всю длину мыска. В конце каждого ряда мы убавляем по одной петли от боковой этой части. В процессе вязания заготовку мы можем эту примерять на ногу и уже определяться, какой вот этой длины вам нужно провязать переднюю эту часть мыска. То есть сейчас, смотрите, если я возьму уже готовый следок, и мы посмотрим вот на этот наш мысок. Здесь у нас идет, вот смотрите, подъем, 2 платочные дорожки. Далее, смотрите, в принципе, если мы посмотрим внимательно, все эти платочные дорожки у нас четко видны. Поэтому вот идет 1, 2, 3 платочных дорожки, которые относятся к подъему. И далее у нас вот идут платочные дорожки, относящиеся к мыску. 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 7, 8, 9. То есть всего, вот смотрите, если сейчас пересчитать внимательно, длина вот этого мыска у меня равна 20 провязанным платочным дорожкам. Ну или это будет соответствовать 40 провязанным рядам. Поэтому сейчас я самостоятельно провяжу вот общую длину, равную 20 провязанным платочным дорожкам. Далее я подключусь, и мы с вами свяжем резинку вот здесь для наших следков и закроем петли. Итак, вот я провязала всю длину мыска. То есть у нас сейчас получается такая заготовка: подошва, подъем и мысок. То есть нам осталось вот здесь только связать резинку. Теперь смотрите, как я и говорила, мы измерим длину мыска еще и в сантиметрах. То есть вот я сейчас, смотрите, беру заготовку. Я сейчас не буду высчитывать эти платочные дорожки, относящиеся к мыску или к подъему. Вот ровно деталь кладу, как она у меня вот лежит. То есть вот. И измеряю всю длину передней части. То есть вот еще раз, длина этой передней части у меня равна, ну вот где-то примерно 13 сантиметров. Теперь мы должны пересчитать все петли, которые у нас остались на спице. Это мысок и вот этих 2 боковых части. В моем случае у меня здесь на спицах осталось 48 петель. А вязать вот эту резинку я буду, смотрите, где-то примерно нам нужно для вязания этой резинки 44-46 петель. Ну вот для этого следка я вязала резинку из 46 петель. Поэтому сейчас при провязывании первого ряда, который у нас уже будет относиться к резинке, я равномерно
убавлю 2 петли. Начинать вязать резинку я буду сейчас вот здесь от вот этого маркера, от вот этого нашего заднего стыка. Поэтому я сейчас, получается, петли пересниму так, чтобы мне вот сейчас вернуться вот здесь в центр задней части. То есть петли, оставшиеся боковой части, я просто переснимаю сейчас с левой спицы на правую. Заготовку я держу, получается, как бы изнаночной стороной к себе. Вязать резинку вы сейчас можете или на круговых спицах способом Magic Loop, или можете вязать эту резинку сейчас на 5 чулочных спицах. То есть здесь уже на ваше усмотрение, как вам удобнее. Ниточку вот здесь, которой мы вязали мысок, мы можем уже обрезать. И теперь я беру пряжу Alize Lana Gold. Теперь смотрите, для вязания резинки, как я сказала, вы можете вязать или круговыми спицами, или чулочными спицами. Я сейчас буду вязать на чулочных спицах. Единственное, чтобы эта резинка была у меня связана поплотнее, я возьму спицы чуть меньшего диаметра. Здесь у нас, соответственно, подойдут спицы 3 или 3,25. Также можете продолжать вязать и спицами 3,5. То есть здесь уже на ваше усмотрение. Этот момент не сильно принципиальный. Я сейчас возьму 5 чулочных спиц, диаметр 3,25. Теперь мое вязание я сейчас буду держать, получается, лицевой стороной к себе. И равномерно я сейчас провяжу первый ряд и распределю свои петли вот как раз таки на чулочные спицы. Первый ряд, перед тем как мы приступим к вязанию резинки, мы провяжем по кругу лицевыми петлями. И я, как сказала, сделаю убавление 2 петель. Поэтому первую петлю я сейчас провязываю лицевой, вторую петлю провязываю лицевой, третью петлю провязываю лицевой. И давайте сразу следующих 2 петли провяжем 2 петли вместе лицевой петлей. То есть тем самым сейчас вот я уже сократила 1 петельку. Далее опять провязываю петли лицевыми. То есть я их сейчас не подсчитываю, просто как получается, так и распределяю. То есть часть петель я провязала. Далее следующую часть петель я буду провязывать на вторую чулочную спицу. То есть вот часть петель провязала на вторую спицу, беру следующую спицу. И следующую часть петель я провяжу на третью чулочную спицу. То есть нам еще сейчас нужно убавить 1 петлю. Я ее сейчас убавлю со второй вот боковой части, так как первую петлю мы убавили около первой боковой части, вторую петлю убавлю со второй вот как раз таки этой боковой части. Лицевая, лицевая. Ну и вот сразу давайте здесь 2 петли провяжем вместе лицевой петлей. Все, я сделала необходимое количество убавлений. И теперь просто лицевыми петлями провязываю этот ряд до конца, распределяя петли вот на 4, получается, чулочные спицы. И вот смотрите, я провязала первый подготовительный ряд. Петли я распределила на 4 чулочные спицы диаметром 3,25. И теперь, начиная со второго ряда, я буду провязывать обычную резинку 1 на 1. То есть вот следующий круговой ряд я провязываю 1 петлю лицевую и 1 петлю изнаночную. Лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая петля, изнаночная, и переходим к вязанию петель вот со второй спицы. То есть таким образом вот круговыми рядами мы будем вязать резинку 1 на 1.
Вязать эту резинку можно абсолютно любое количество рядов, в зависимости от того, какой высоты вы хотите получить эти слитки. То есть можно ее связать повыше, можно связать вот, ну, в данном случае, как я считаю, у меня такая достаточно короткая идет невысокая резинка. И сейчас, смотрите, если я посмотрю на резинку, у меня здесь провязано. То есть вот считаем вот здесь по вот этим лицевым петелькам. Вот этот первый ряд мы провязали сейчас все петли лицевыми. Так, далее второй ряд мы уже начинаем провязывать обычную резинку 1 на 1. Ну вот считаем общее количество провязанных рядов вместе с первым рядом, где мы вязали все петли лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот здесь, провязывая 10-й, получается, ряд, мы закроем все эти петли. Поэтому сейчас всего я должна буду провязать 9 рядов. Это вместе вот с первым нашим рядом. Далее я подключусь, и мы с вами закроем петли этого ряда. Итак, вот я провязала часть резинки. Опять же, если измерять будем провязанный участок в сантиметрах, у меня здесь провязано, ну, смотрите, где-то примерно 3,5-4 сантиметра высота резинки. Я решила, что этой высоты мне достаточно, и теперь мне осталось только закрыть петли этого ряда. Закрываем петли любым удобным для вас способом. Самое главное, при закрытии петель сильно туго край, который мы сейчас будем закрывать, мы не перетягиваем. Я это буду делать сейчас следующим образом. Первая петля у меня идет лицевая, лицевой я ее и провязываю. Вторая петля у меня идет изнаночная, изнаночной я ее и провязываю. После чего вот эту провязанную лицевую петлю я протягиваю и спускаю через вот только что провязанную изнаночную петельку. Еще раз повторюсь, петли туго не затягиваем. То есть вот слегка петлю, которая располагается на правой спице, я потянула вверх, и далее по рисунку провязываю петлю лицевую. Петля, которая располагалась на правой спице, я протягиваю и спускаю через только что провязанную лицевую петельку. Далее 1 петля изнаночная, петлю, которая была расположена на правой спице, протягиваю и спускаю через только что провязанную петельку. Лицевая, петлю протягиваю и спускаю. Так я сейчас буду закрывать все петли этого ряда. Итак, вот я закрыла все петли этого ряда. У меня в конце осталась одна последняя петелька. Эту последнюю петлю я вытаскиваю подлиннее. Нить мы можем уже обрезать от моточка. Единственное, рекомендую эту нить обрезать чуть подлиннее, так, чтобы нам было сейчас удобно спрятать кончик нити и красиво соединить 2 края резинки. Теперь, смотрите, мы берем последнюю длинную петельку и просто вытаскиваем. Эту нить мы сейчас должны одеть в иголку с большим ушком. Итак, нить я одела в иголку с большим ушком. И теперь для того, чтобы у нас вот здесь на нашей резинке не было ступенек, мы соединим 2 края. То есть берем вот здесь, где у нас идет нить, я соединяю вот здесь с этой вот лицевой петелькой, ну вот в кромочную петлю, вставляя иголку вот в край. То есть, в принципе, вот уже у нас идет ровный переход, но сейчас буквально несколькими стежками мы прошьем еще 2 края аккуратно, тем самым соединив 2 края полотна. Так, теперь, в принципе, нашу нить мы можем уже вывести в изнаночную сторону. Все, у нас идет ровный красивый край. И теперь мы эту нить должны будем с вами спрятать по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы с вами закроем петли резинки,
по изнаночной стороне спрячем кончики, наши следочки полностью готовы. Результатом я осталась очень довольна. Смотрится это очень интересно и красиво. Вот разное сочетание пряж. Обязательно в комментариях напишите, как вам вот данное сочетание вот именно пряжи обычной гладкой вот с такой вот мягкой пушистой пряжей. Мне вот прям очень понравился данный результат, и я обязательно что-нибудь еще свяжу вот в таком вот исполнении. Гладкая пряжа плюс мягкая и пушистая пряжа. Друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!